Всем привет! Хочу объявить о запуске антикурса по созданию SaaS-продуктов, веб-сервисов на TypeScript, React и Bun. В каком смысле это антикурс? Потому что курс по фуллстек разработке у меня уже есть. В том курсе мы шаг за шагом создавали все необходимые модули и наработки для создания, по сути, абсолютно любого веб-сервиса. И там конечной целью у нас было, по сути, разработать такое же приложение, которое разрабатывалось в курсе. В этом антикурсе я хочу, чтобы каждый ученик создал свой собственный продукт. И, по сути, этот антикурс начинается с той точки, на которой закончился курс предыдущий. То есть у нас есть какая-то наработка, которую мы можем взять за основу и создать наш собственный продукт. Вот только той наработки, которую мы получили в предыдущем курсе, нам, пожалуй, будет недостаточно. Во-первых, тот курс устарел с точки зрения версий библиотек и вообще некоторых технологий. Я его записывал 3 года назад, но этот курс сам по себе, как вводная в фуллстек разработку, остается актуальным и будет оставаться актуальным еще очень долго, потому что сами подходы там, по сути, неизменны. После запуска того курса я попытался для себя лично создать такой boilerplate, да, наработку кода, который можно использовать, и пытался это сделать через создание своих собственных библиотек, создание boilerplate. И на самом деле меня до конца никак не могло устроить то, какой получалась архитектура. В итоге я пришел к тому, что решил написать свой собственный фреймворк и построить вокруг него boilerplate. И именно на этом фреймворке и boilerplate я и предлагаю создавать наши собственные продукты. Подробнее про фреймворк и boilerplate я буду рассказывать в последующих уроках, но сейчас дам небольшой обзор на них. Сам фреймворк называется Point Zero, и он позволяет реализовать, в принципе, все то же самое, что позволяет сделать Next.js, TenStack Start, Remix React Router, но в моем представлении гораздо в более простом формате. Если кратко, то у нас все является поинтами. Страница — это point, layout — это point, query — это point, и мутация — это point, и мы можем их между собой всячески комбинировать. И причем код серверный и клиентский мы можем писать спокойно в одном файле, и автоматически компилятор будет вырезать ненужные куски. Вот, например, у нас есть страница. Главное правило поинтов, что с какого слова начинается объявление поинта, таким и заканчивается. Объявили путь к страничке, получили автоматически типизированные параметры и в лоадере вызвали любой серверный код. А потом вот в этом части объявили клиентский компонент. Причем тело лоадера на клиенте само будет вырезано, и все связанные с ним импорты тоже будут удалены. Захотели мы объявить query, синтаксис точно такой же, только теперь не страница, а query. Пишем, какой у нас есть input, loader, и потом можем использовать эту query в страницах через вот такую вот конструкцию. Или даже просто вызвать ID viewQuery и написать .useQuery. И все прочие другие хелперы, которые есть в обычной React Query, здесь точно так же есть. Можно несколько query скомбинировать в одну страничку. Можно создать мутацию точно таким же образом. И опять же объявлять все это в одном файле и серверный, и клиентский код, и использовать. Подробнее про фреймворк написано в самой документации и будет в последующих уроках, но каждая статья этой документации выглядит скорее как сама по себе обучающий материал, и все, в принципе, становится понятно, как реализовать. Но сам фреймворк, по сути, дает возможность к созданию какого-то сервиса. Но существует огромное количество модулей, которые мы должны написать все равно самостоятельно для нашей фуллстек разработки. Да, это работа с формами, мониторинг, логирование, авторизация, админка. Хотя, по сути, все эти модули есть в каждом проекте. И для таких вещей был создан boilerplate, который я называю Start Zero. Что в нем уже есть? В нем встроен сам фреймворк, а также дописаны модули для авторизации, админ-панели, базы данных, очередей, форм, e-mail'ов, мониторинга ошибок, логирования, метрика алертов, аналитики, куча готовых UI-компонентов, пример фичи, тесты, деплой, настройки редактора.
а также я буду дополнять модули по мере необходимости. Стек технологий вот такой. По сути, это все самые последние технологии. И в отличие от того курса, который я, к сожалению, не могу обновлять, потому что он сделан максимально последовательным, и, скажем так, там слово из песни не выкинешь. Здесь же я постоянно занимаюсь обновлениями и использую сам этот бойлерплейт в своих проектах и проектах моих заказчиков. Таким образом, мы имеем на руках фреймворк и наработку, которую мы можем взять и использовать для создания своего проекта. В этом курсе все уроки сами по себе будут бесплатными, и, по сути, их можно будет разделить на три группы. Первая группа заключается в том, что я расписываю то, что есть в самом бойлерплейте. То есть как мы делаем авторизацию, как мы делаем хелперы для работы с формой и все прочее, что я только что описал, что есть в бойлерплейте. И таким образом, по этим урокам вы сможете собрать себе бойлерплейт самостоятельно. Или если захотите сразу готовый код, вы можете его также скачать, но готовый код распространяется в рамках моего саппорт-пака, который стоит $10 в месяц. И в отличие от прочих бойлерплейтов, которые обычно продаются примерно за $200 за разовую покупку, это стоит всего $10, и это же меня мотивирует к тому, чтобы чаще выпускать обновления и поддерживать его в актуальном состоянии. И в отличие от предыдущего курса, я не буду размазывать тему форм там, на 10 уроков. Да? Это будет всего лишь один урок, в котором мы еще раз обдумываем, какой вообще должен быть подход к наработке вот этой вот обертки для работы с формой в вашем SaaS, чтобы ваша архитектура была чище? Ну и непосредственно разбор самого уже написанного кода. Вторая часть курса заключается в том, что поскольку каждый разрабатывает свой собственный SaaS, у него будут возникать потребности в каких-то конкретных фичах, которых нет в бойлерплейте, и они, по сути, уникальны для его проекта, но запросто могли бы встретиться в каких-то других. Условно, какие-то комментарии или, может быть, чаты между пользователями. И вот на такие вот фичи я хочу создавать отдельные уроки о том, как бы я их предложил реализовать, и опять же, чтобы этот код вы могли использовать, адаптировать под себя и использовать в своих проектах. И третья часть курса — это описание самих процессов, связанных с разработкой, но не касающихся кода напрямую. Это работа с ИИ-агентами, работа с клиентами вашего SaaS или с заказчиками на ваш SaaS, и всевозможные прочие процессы, которые могут быть встречены. Кроме самих уроков и бойлерплейта, также существует закрытая группа, в которую можно записаться за $40 в месяц, где мы состоим в закрытом телеграм-канале, и по мере возникновения у вас вопросов вы можете их задавать, я вам буду на них отвечать. Также мы там пишем еженедельные отчеты в произвольном формате о том, кто как продвинулся в разработке своего собственного проекта. И также я практически каждый день нахожусь в Дискорде, в голосовом канале, куда вы можете зайти и вживую пообщаться о вашем проекте, попросить небольшое ревью, задать вопросы или просто посоветоваться либо со мной, либо с другими участниками. Если ваш вопрос будет решаться в пределах 15 минут, мы его на месте в Дискорде и решим. Если вы на чем-то застряли и вам нужен более глубокий разбор, вы можете дозаказать индивидуальные консультации. Условия оговариваются индивидуально для каждого в зависимости от ситуации. Сами материалы курса я буду записывать по мере того, как в них будет появляться необходимость у участников этой группы, чтобы делать их, скажем так, не в пустоту, а под конкретные проблемы. Если конкретных запросов на материалы не появляется, я просто буду постепенно записывать эти уроки в том порядке, в котором считаю нужным. Ну, начну непосредственно с того, как реализовать самостоятельно бойлерплейт, потом, как писать какие-то фичи, и по мере появления идей, какие процессы стоит расписать, буду создавать уроки на эти темы. Сам по себе этот курс подойдет тем, кто проходил мой предыдущий курс, тем, кто хочет стать фуллстек разработчиком, или тем, кто уже является фуллстек разработчиком, но свои проекты не создавал, а также вайп-кодерам, которые хотят улучшить качество своих продуктов.
В общем, предлагаю начинать создавать свои собственные продукты уже по-серьезному, а не под копирку из других учебников. Также желаю собрать в закрытой группе людей, которые реально занимаются созданием своих собственных продуктов и создавать с вами продукты бок о бок. До новых встреч!